Глава 58. Особая тренировка нянята. Сидя на веранде заднего дворика, я впервые за день ощутил спокойствие. Солнце, словно затухающее пламя, отдавало последние лучи, скрывая за горизонтом. Горные ветра, хоть и слегка холодные, приятно обдавали мое лицо. Немногочисленные деревца на заднем дворе моих апартаментов приветливо встречали потоки воздуха, качаясь взад-вперед. Это место отличается от Канохи, здесь совершенно иначе, но от этого деревня скрытого облака не становится хуже. В своей прошлой жизни я совершенно не замечал красоты нашего мира, полагая, что все это лишь иллюзия. Иногда человеку нужно остановиться и ощутить поток величественной энергии, который исходит от природы. Как знать, может быть, это последние минуты, когда я могу так спокойно сидеть и наслаждаться подобной атмосферой. «Вижу, ты вновь улыбаешься, значит, пребыванием здесь наслаждаешься», проговорил свои строки Киллер Би, усаживаясь рядом со мной. Я утвердительно кивнул, после чего завел руки за спину. Оперся на них, я максимально вытянул шею. Честно говоря, мне впервые довелось побывать тут. Раньше я полагал, что здесь холодно и довольно трудно жить, но сейчас вижу красоту вашей деревни в полном ее объеме. «Это ты точно сказал, дурак-простак, здесь просто чудесно, это факт». Ха, но с Канохой все еще не сравнить, ответил я, переводя взгляд на собеседника. «В Канохе леса, а у нас тут горы, в целом бессмысленны эти споры». Ты прав, однако, несмотря на весь этот прекрасный мир, мы все равно находим повод, чтобы сделать что-нибудь ужасное. Би задумчиво почесал подбородок, затем ответил. «С такими мыслями ничего не изменишь, покуда в себя не начнешь ты верить». Да, знаю я, просто... Ладно, забудь, грустно выдохнул я, решив, что не стоит нагружать человека своими экзистенциальными проблемами. В этот момент Джинчурики Восьмихвостого ударил меня в плечо кулаком. Я удивленно посмотрел на него. «Знаешь, я сомневался в тебе поначалу, но теперь вижу, ты и правда славный малый». А? Ты чего это вдруг? «Я вижу, что внутри тебя печаль, но верю, что ты сможешь справиться. Просто знай». Слова Би звучали мягче обычного, будто бы на пару секунд он отошел от своего образа, который мне удавалось понимать с трудом, чтобы выразить свою признательность. «Не волнуйся, дурак-простак, меня так просто не сбей с пути, ведь я знаю, что хочу мир спасти». Мой собеседник двигался в такт наспех сочиненным строкам, вставляя в конце свое фирменное «уи». Честно говоря, я даже начал немного привыкать к его странной манере все превращать в рэп. «Ну, коль ты желаешь для всех мир, знай, на твоей стороне будет и моя сила». Даже несмотря на то, что мы недавно были врагами? Враг ты или нет, но если твой замысел удастся, я смогу устроить для всех рэп-концерт. Ты что ли решил нажиться на этом плане? Деньги тоже важны, но я хочу, чтобы все услышали рэп Киллера Би. Весь мир восхитится силой НК-рэпа, куча фанаток, со всего будет света. Проговорив эти слова, Джинчурики Восьмихвостого по-звериному оскалился. Что-то мне кажется, что его идеей является не только популяризация НК-рэпа, да и видок у Киллера Би такой, что вот-вот пар повалит. Так мы просидели еще около часа, болтая о совершенно разных вещах. Узнав, что у меня есть девушка, Киллер Би пытался выяснить, насколько Рин красивая. Ну и само собой я не преминул возможностью похвастаться. По моему описанию он нарисовал в блокноте портрет. Вышло, конечно, так себе, но думаю, он старался, поэтому, смеясь, я сказал, что он явно имеет к этому талант. А за такой беседой ночь подкралась незаметно. Поев нормальной человеческой еды, а не пилюль, я довольно лежал на полу, чувствуя, как мышцы получили долгожданный отдых. Киллер Би отправился обсудить с четвертым Райкаги инцидент, который произошел несколькими часами ранее. На мое предложение пойти вместе он ответил. «Твоя битва окончена, ты победил. Отдохни как следует, ты заслужил». Но если ты пойдешь один, Райкаги сама явно не станет сдерживать себя в словах. «Обита, пойми, одному всего не сделать. Нужны друзья в пути. Коль хочешь добиться своего, не бойся довериться. Я не подведу, йоу». Я посмотрел в его глаза. Несмотря на то, что их скрывали темные линзы очков, от этого человека и правда исходило дружелюбие. Хоть всего некоторое время назад мы были врагами, он самый первый из этой деревни, кто поверил в меня и протянул руку помощи, пусть и был не обязан. Возможно, поэтому, что он, что Наруто смогли подружиться со своими хвостатыми. Ведь несмотря на всю боль, которую те перенесли, им удалось найти в себе силы видеть в людях хорошее. Это и правда восхищает.
После слов Восьмихвостого я тихонько кивнул, затем хлопнул Киллера Би по плечу и проговорил: «Ну тогда я полагаюсь на тебя». «Да без Б, ответил тот, поднимая свой кулак вверх. Небо уже покрылось звездами. Жаль, только луна не освещала этот прекрасный пейзаж. Лежа на полу, я мысленно пробежался по основным событиям. Больше всего меня беспокоили утренние противники. Поодиночке они явно уступали мне и Какаши, но вместе составляли сбалансированную и устрашающую силу. После моего перерождения я стал с осторожностью относиться к своей силе, но это не помогает. Постоянно возникают ситуации, в которых я ее использую, и причина не в том, что противники достаточно сильные. Просто привык использовать Мангёку Шаринган. Будучи Тоби, я только им и пользовался, так как имел клетки Хаширамы. Но сейчас мне нужно сосредоточиться на оттачивании своих основных навыков, физической подготовке и стихийных техниках. Ведь если я вдруг потеряю Шаринган, что тогда? По сути, буду беспомощен. Я не имею альтернативных тактик, как тот же Какаши, да и Фуинзюцу еще не достиг необходимого уровня, чтобы отсекать полностью свой Шаринган. Эта битва показала, насколько я зависим от клановой силы, как мало продвинулся за эти несколько лет. И самое важное, что я понял, когда дело касается моих друзей, мне физически трудно сохранить трезвость рассудка, страх все потерять, запороть эту жизнь и в конце концов вернуться назад в загробный мир, где мне больше никогда не увидеть Рин. Это давит. Я резко встряхнул головой и ударил себя по щекам. Легкая волна боли прошлась по ним, расходясь теплом по лицу. Вместо того, чтобы причитать, нужно делать. Толку жалеть о том, что было. Если я не возьму за дело всерьез, рискую повторить тот же сценарий, а может и того хуже. Ведь мои враги могут стать сильнее в следующий раз, и я не смогу позволить себе поражения. С этими мыслями я сложил ручные печати и призвал нянята. Неожиданно видеть тебя не спящим, весело проговорил я, видя его оживленную мордашку. «Не, у меня было предчувствие, что сегодня что-то подобное случится». «Ну, раз ты знал, то скажи мне, как продвигается обсуждение с советом твоих кошачьих собратьев». «Не торопи меня. Мы не Неко с неохотой делимся своими секретами. На это нужно больше времени, чем ты думаешь». «У меня нет столько времени ждать, нянята», – процедил я, сжимая кулаки. Кот-ниндзя взглянул на мой торс, который был обмотан бинтами, затем подошел ближе и посмотрел прямо в глаза. «Вижу, что-то произошло после нашего последнего разговора. Расскажи все в подробностях». Я поведал ему о стычке в лесу. Нянята внимательно слушал, задумчиво поглаживая лапой свою мордочку. Когда я закончил, он сделал несколько кругов по комнате и ответил: «Ситуация действительно серьезная. Мы не знаем, чего хотели эти люди, не? Если я правильно понимаю, ты ощущаешь собственную слабость». «Вроде того», – тихо промолвил я, аккуратно трогая рану. Неудивительно. До открытия в себе способности Мангёку Шарингана тебе приходилось искать иные методы, чтобы усиливать навыки. Сейчас, имея столь уникальную силу, ты подходишь к собственному развитию менее изобретательно. И это несмотря на то, что я обучал тебя тайдзюцу». Его слова болезненно резанули что-то внутри меня, однако я это заслужил. Да, ты прав. За несколько лет войны я пытался улучшить лишь свои навыки фуинзюцу, которым не овладел даже на среднем уровне. Пусть я имею опыт, в той жизни я мог использовать свои глаза сколько угодно раз и без последствий, но теперь все иначе. Чем реже я буду на них полагаться, тем меньше будет проблем, по крайней мере, я так думаю. Не, ты слишком зациклился на способностях своего клана. Дело не в том, что ты ими пользуешься. Проблема заключается в другом. Ощущая подобную мощь, неудивительно полагаться лишь на нее. Учитывая, что, как ты сказал мне, в прошлой жизни овладел Мангёку Шаринганом практически идеально. Думаю, не нужно тебе напоминать, что тренировка должна быть многогранной. Шаг за шагом необходимо прикрывать слабые места и раскрывать новые, сильные стороны. «Да знаю я», – сорвалось с моих уст. «Ну тогда скажи, чего ты хочешь на самом деле?» «Стать сильнее». «Сила без ума бесполезна. Обитаня, твой друг, который значительно младший, не имеет столь огромной силы, но сопротивляется». Да, все потому, что он осознает, где слаб, и рационально использует имеющиеся способности. Если бы ты как следует поразмыслил, то понял бы, твой опыт никуда не делся, ты просто боишься им пользоваться.
Хоть я стараюсь не спрашивать о том, кем ты был ранее, но думаю, это сильно терзает твою душу. И более того, мешает двигаться дальше. Если уж тебе досталась такая возможность, то используй это максимально рационально. Даже если когда-то твоя сила служила не ради благих целей, Нянята говорил монотонно и даже слегка сердито, отчитывая меня, словно маленького котенка. Думаю, он переживает, что моя дурная привычка зацикливаться на одной проблеме неизбежно приведет еще к большим ошибкам. Для существа, которое прожило не одну жизнь, он, как никто другой, знает, если тебе дан еще один шанс, не нужно жить прошлым. Необходимо не допустить подобного в настоящем и будущем. Поняв это в очередной раз, я склонил голову и серьезно проговорил. Прошу тебя, научи меня. Знаю, вмешиваться в естественный ход вещей не в твоих правилах. Но мне правда нужна помощь. Сейчас я как никогда близок к тому, чтобы совершить ошибку. Поэтому, пожалуйста, поделись со мной своей мудростью. Послышался глубокий вздох, и 4 лапки засеменили по полу. Нянята сел рядом со мной и коснулся мягкой подушечкой лба. В тебе есть сила, Обитаня. Великая сила. И я говорю не о Шарингане. Она исходит из твоей светлой души. Но чем добрее человек, тем ближе он к пропасти, где царит тьма. Ты должен быть готов к тому, что рано или поздно тебе придется окунуться в нее. Если не в тебе достаточно сил, даже самое мощное зло будет беспомощно. Я помогу тебе. В конце концов, мы с тобой похожи. Я слабо улыбнулся. Голос Нянята был задумчивым. Части паузы показывали, что он будто бы пытался вспомнить все то, через что прошел за многие года в своей жизни. Но сейчас твое тело не совсем готово к тренировкам. Уже бодрее пробубнил Нинека, тыкая другой лапой в мой живот. Ай, ты уж прости за это. От тебя одни проблемы, Впрочем, есть кое-что, чему можно начать учиться уже сейчас. Правда? А как же мнение совета? Совета? Да пошли они к черту, пес их разорви. Кучка разжиревших комков шерсти. Терпеть их не могу. Я никогда не спрашивал ни у кого разрешения. Ни в одной из жизней. И сейчас не собираюсь. Нянята встал на задние лапы и грозно помахал передней куда-то вверх. Думаю, когда-нибудь я обязательно смогу узнать, каким он был в других жизнях. Правда, понадобится литры валерьянки. Ну, тогда рассчитываю на тебя, с улыбкой проговорил я, склонившись, упирая руки в колени. Хорошо, Только у меня есть условия. Условия? Какие? Во-первых, зови меня мастер. Сморщился я, глядя на его самодовольную морду, которая прямо светилась от счастья. Ладно, я понял. Понял что? Певучий протянул Нянята, щуря свои глаза. Понял, мастер, тихо пробубнил я. Отлично, Аня. Далее ты должен слушаться. Если я сказал, ты должен сделать что-то, значит, ты это выполняешь, Звучит так, будто бы он сейчас велит мне со скалы прыгнуть. Что задумал этот злобный комок шерсти? Хорошо, мастер. И, наконец, 3-й пункт. Во время наших тренировок не смей использовать шаринган. Если ты действительно хочешь продвинуться, то рассчитывай лишь на свои навыки, а не на клановые способности. Есть. Я понял. Хорошо. Тогда приступим к первой тренировке. Глупый ученик, Похоже, я теперь попал в рабство. Он ведь не упустит возможности надо мной поиздеваться. Но ничего. Вот выгонят его из дома. Там уже я посмеюсь. Нянята плюхнулся назад, затем задумчиво почесал подбородок. С чего бы начать? Обита, ты ведь понимаешь тот момент, когда впервые смог вернуть себе часть воспоминаний? Да, рефлекторно поморщился я, припоминая неприятные ощущения. Такое трудно забыть. Отлично, тогда с этого и начнем. Но, мастер, я ведь уже вернул воспоминания. Какой в этом смысл? Глупый ученик. То, что ты с моей помощью смог контролировать потоки временной энергии, не значит, что ты это освоил, Глупо разбрасываться подобными умениями, если уж ты смог его использовать. Верно. Итак, сядь в позу медитации. Я послушно выполнил команду. Легкая боль неприятно прошлась волной по телу, но это были пустяки, на которые просто не хотелось обращать внимание. Хорошо, закрой глаза и вспомни. Как я и говорил, мы собираем природную чакру
чакру в своеобразный клубок, наматывая ее словно нити, слой за слоем. Собрав нужное количество духовной энергии, тебе нужно соединить конец этой нити со своей чакрой. Тогда ты сможешь войти в режим санина. Но с какой скоростью должен соединять свою чакру с природной энергией? Ведь если я сделаю это слишком быстро или медленно, все может пойти прахом? Да, я как раз хотел уточнить это. Относительно скорости подсказать тебе не смогу. Это ты должен почувствовать сам. Но я же даже не знаю, как ощутить эту силу. Мы использовали ее лишь, чтобы дать мне запас для захвата моих воспоминаний, воскликнул я взволнованно. Верно. То, что мы сейчас будем делать, в разы сложнее. Более того, тебе нужно уловить определенную часть природной чакры. И как это понимать? Каждое существо, будь то жабы, змеи, коты или даже собаки, все используют природную энергию по-своему. Жабы на Грим-Ебоку лучше активируют режим санина, так как там большая концентрация подходящей для них природной чакры. Разве природная чакра это не общее понятие для энергии, что вокруг нас? Это так, не. Но даже несмотря на это, все мы берем лишь часть от общего, собирая маленькие частички, концентрируем их в большой поток, после чего связываем со своей чакрой. Так удается достигнуть максимальной синергии. Мы не Нека слишком ленивы, чтобы тратить время на подстройку природной энергии, поэтому просто привыкли сразу вычленять нужные для нас потоки. Даже в таком деле вы ищете легкий путь, буркнул я, обрабатывая все вышесказанное. На деле Нянята имел в виду, что поглощаемая чакра должна быть максимально совместима с тем, кто ее использует. Что-то вроде принципа ключа и замка, если я правильно понимаю. Эх, как же все это сложно. Сейчас тебе будет трудно распознать, как именно ощутить нужную часть духовной энергии. Поэтому, когда мы начнем, я отдам часть своей. Тебе нужно почувствовать ее, запомнить до мельчайших деталей, чтобы в будущем смочь самому без моей помощи концентрировать энергию в теле. Понял. Однако, как я пойму, что накопил достаточно? Хе-хе, не. Ты ощутишь разницу между двумя состояниями. Прилив сил, что распространится по телу, сразу даст понять, достиг ты режима санина или же нет. Ха, понял. С этими словами я хлопнул себя по щекам, закрыл глаза, стараясь очистить голову от мыслей, и проговорил. Я готов, мастер. Приступим, ня. Нянята сел совсем близко ко мне и положил передние лапки на мои руки, мягкие. Выпуклые подушечки коснулись моей кожи. Нинека замурчал. Я ощутил, как что-то странное передается моему телу. Надо срочно действовать. Не думаю, что Нянята скопил слишком много энергии, поэтому мне нужно разобраться с этой частью обучения как можно скорее. В голове каскадом пронеслись воспоминания о предыдущем уроке пушистого мастера. Прежде всего, мне нужно почувствовать ядро своей чакры. Выделив его, необходимо расширить спектр захвата, то есть гипотетически сделать незначительный выброс чакры, превращая ее в магнит для природной энергии. Но если вбирать в себя ее всю безраздумно, я рискую потерпеть неудачу, которая может закончиться плачевно. Поэтому сейчас Нянята отдает большую часть своих сил, чтобы я смог ощутить именно тот тип чакры, который надо впитать. Сосредоточившись, я почувствовал, как вокруг меня идет бирюзовый поток энергии. Сначала он был едва уловим, но с каждой секундой стал преобладать над остальными. Ясно, если я приложу усилия, то очищенным сознанием смогу ощутить каждую особенность частей природной энергии. В этот миг я максимально расслабился, стараясь заглушить посторонние мысли и просто открыть все свои каналы. Рядом с бирюзовой энергией закружили и другие потоки: красные, оранжевые, черные, белые, синие. Это все тоже типы чакры, или же это я придаю им оттенок? Неважно, некогда об этом думать. Пора забрать эту силу. Из моего рта послышался громкий выдох. Наполнив легкие воздухом, я вошел в транс, медленно сливая себя с неукротимым потоком энергии. Словно подгоняемым ветром, он понесся ко мне, ураганом проносясь вокруг ядра. Часть энергии из-за скорости поглощения начала рассеиваться, поэтому мне пришлось сбавить напор. По лбу медленно покатились капли пота. Это сложнее, чем я думал. Теперь вместе со сбором природной чакры я должен смешать ее в равных частях со своей, иначе не добьюсь нужного эффекта. Достичь идеального баланса в принципе невозможно, но если довериться интуиции и своему телу, вероятно, может что-то получиться. Джирай объяснял мне, что в фуинзюцу используется похожий принцип. Баланс достигается путем сочетания правильной пропорции, вложенной силы и необходимой для техники энергии. Так он говорил. Иными словами, если я вложу больше, чем надо, то
впустую потеряю силы, и в то же время, отдав ее недостаточно, не получу ничего. Подсознательно, вспомнив это, я смог достигнуть адекватного поступления потока чакры к своему ядру. Словно оболочка, она стала окутывать меня. Я ощутил нечто новое, непонятное до этого момента. Удивительная легкость, будто глоток свежего воздуха, переполняла меня. Усталость, что была до этого момента, как по волшебству исчезла. Раны больше не болели, а рефлексы резко обострились. Не, я чувствую, ты уловил суть. Так держать обе-то. «Это удивительно!» – восхищенно отметил я, улыбаясь, но не теряя концентрации. Хе-хе, еще бы. Когда это необходимо, Нинега способны показывать весьма незаурядные результаты, ня. Теперь постарайся применить хотя бы одну способность. Не волнуйся о расходе чакры, просто постарайся почувствовать то, как ее правильно расходовать, ня. Нянята убрал с моих ладоней лапки. Использовать что-либо? Ну хоть Нинека ниндзя, по большей части они все же коты. В юности я ловил большое количество этих пушистых засранцев, и те, на удивление, чутко знали о моем приближении. Значит, основа — это усиленные рефлексы. Стоит попробовать. «Ха!» – громко выдохнул я, обострив все органы чувств. В этот миг я увидел мою комнату. Вроде бы ничего удивительного, но я созерцал ее вид закрытыми глазами. Сначала появились очертания, после чего все окрасилось в серый цвет. Ощущение такое, словно ты бродишь вечером в кромешной тьме по коридору, хоть полностью ничего не видно. Очертания предметов, твои глаза уловить способны. Я решил не останавливаться, расширяя спектр действия органов чувств. В нос ударил букет запахов, которых до этого момента я не ощущал. Из них выделялся один сладковатый вперемешку с легким оттенком пота. Не помню такого ранее, это подозрительно. И только я успел об этом подумать, как мои уши задергались от едва уловимых шагов. Тот, кто шел, делал это так тихо, что обычный человек попросту бы не услышал. Они звучали в коридоре рядом с моей дверью. Далее последовало легкое шуршание. Звук вынимаемого оружия. Что мне делать? Напасть? Отскочить в сторону? Вместо того, чтобы подло бить мне в спину? Не лучше ли сразиться лицом к лицу? Выдал я, стараясь оценить ситуацию, а также пытаясь ввести врага в ступор. Тактика удалась. Фигура вздрогнула. Я ощутил, как плечи легонько дернулись, а изо рта послышался тихий выдох. Эта минутная задержка позволила мне сосредоточиться на обнаружении противников. К счастью, ночной гость был одиночкой. Он нерешительно стоял у двери. «Прошу вас, заходите. Быть может, между нами возникло недопонимание?» Прошла секунда, и ощущение силуэта моментально исчезло. Чего? Внутри меня что-то резко кольнуло. Это было похоже на крик, который разнесся по всей голове. Тело рефлекторно вернулось в сторону. В этот миг я почувствовал, как кунай со свистом воткнулся в место, где я сидел. «Ня!» – громко воскликнул нянята. Я открыл глаза. Силы, которые мне удалось сконцентрировать в себе, уже были на исходе. Похоже, для первого раза это мой предел. Но кто мой противник? «Ну и ну, увернулся!» – послышался звучный женский голос. Он звучал раздосадованно, но в то же время выдавал интерес гостя к этому событию. Я наконец открыл глаза, ощущая, что более не в силах использовать природную энергию. Лежа на полу, я всматривался в стоявший передо мной силуэт. У девушки, которая внезапно напала на меня, были длинные, прямые светлые волосы, стянутые тугой повязкой, и темные глаза. Она носила черно-фиолетовую блузку с коротким рукавом и черные брюки. И то, и другое имело рисунок в виде облака. Фиолетовые перчатки без пальцев, повязки и синие бусы, обмотанные вокруг ее левой руки. В темноте трудно было оценить ее возраст, но кажется, она моя ровесница. Девушка оперлась о дверной косяк, сложила руки на груди и начала поигрывать своими бусами. Нянята хоть и сидел спокойно, было видно, он готов броситься на нее в любую секунду, но, судя по всему, ночная гостья не спешила нападать. «Как и ожидалось от призрачного клинка, ты на удивление проворный», – продолжила она с легкой насмешкой в голосе. «Но как тебе удалось меня заметить?» Это странное спокойствие меня раздражало. Мало того, что она напала на меня посреди ночи, так теперь еще и вопросы задает. Похоже, в этой деревне никто, кроме киллера Би, меня охранять толком и не собирается. «Прежде чем задавать вопросы, лучше представься», – процедил я, принимая сидячее положение и оценивая ситуацию. А разве это так необходимо? Ха, ну хорошо. Я Югитани, кунаичи скрытого облака. А это же Джинчурики двуххвостого. Продолжение следует.